Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим основные события, что нас сегодня ожидает. Так, нефть с утра провалилась. Я об этом в Телеграме писал. Она провалилась из-за того, что в США не одобрили закон стимулирующих мер. Также провалился и американский индекс S&P. Там, по-моему, стоп-торги, если не ошибаюсь, были с утра. Сейчас он немножко отскочил. Так, что у нас происходит? Индекс доллара у нас немножко снижается. Так, сейчас мы его потом посмотрим. В Японии идет отскок по японскому индексу, а Китай проседает. Достаточно странная ситуация. Так. Ну давайте посмотрим, что у нас там по новостям. Вот, в общем-то, статья о том, что продолжается кризис ликвидности долларовой, и поэтому распродают развивающиеся рынки. И, собственно говоря, это и приводит к снижению по развивающемуся рынку, по тому же Китаю. А с Индией вообще трешак, минус 10%, елки-палки. Ну и вот, в общем-то, из-за этой новости-то расколбас и пошел. Были предложены достаточно существенные новые меры по преодолению возникшей ситуации с предоставлением денежных средств, чеков безработным, нуждающимся людям. Но демократы заблокировали при голосовании этот законопроект, потому что они посчитали, что слишком большие полномочия Министерству финансов выделяется. Ну вот, собственно говоря, и новость. Democrats block Senate Economic Stimulus Bill as talks falter. Ну, коммерческая ипотека американская, она в коллапсе, на грани краха находится. Вот американский миллиардер выступает на этот счет. Ну, здесь на самом деле вполне ожидаемая ситуация, потому что в связи с этими событиями, с карантином, с паникой, во-первых, значительное падение посещения торговых площадей, а компаниям, которые торгуют, надо либо ипотеку оплачивать, либо аренду той недвижимости, на которой они торгуют. Помимо этого пошло сокращение работников, которые посещают офисы. То есть все сейчас на удаленке сидят, и поэтому офисы они менее востребованы. Как следствие этого идет сокращение арендной платы. Там очень гибко этот процесс построен. И плюс в ближайшее время пойдет и уже начался процедура расторжения отдельных договоров аренды. А поскольку там все завязано, клубок, то есть там недвижимость, ее если для извлечения прибыли покупают, чаще всего берут коммерческую ипотеку. И поэтому, как только вот эта цепочка нарушается, то есть не может сдавать в аренду, то он не может платить. Как следствие возникает банкротство, ну или какие-то такие явления коллапса, которые негативно влияют не только на то лицо, которое занималось арендным бизнесом и ипотеку коммерческую брала, но и на банки, на другие, то есть все в цепочке. А еще часто эти кредиты, они секьюритизированы, то есть однородные суды по ним выпускают ценные бумаги. Вот эти ценные бумаги, ими производится обмен. Ну, потому что как бы ценная бумага, обеспеченная ипотекой, залогом недвижимости, она считается очень надежной, хотя не приносящей много прибыли. И такие бумаги, они достаточно ликвидны, обращаются, и банки их покупают, продают. И поэтому проблема с коммерческой ипотекой — это, в общем-то, еще один дополнительный кусок динамита, который под системой находится. Ну, раз мы эту тему затронули с вами, давайте вот посмотрим, что у нас происходит. Но здесь есть такой индикатор ARN.ru, индекс стоимости жилья в Москве. Но на самом деле как бы все остальное, оно очень сильно завязано. И цены на коммерческую недвижимость в Москве, они, в общем-то, определенным образом коррелируют с этим графиком. И тем более цены, которые по недвижимости в регионе, с корректировкой на то, что рынок недвижимости в регионах значительно менее ликвиден, чем в Москве. Вот. Что мы здесь видим? Стоимость в долларах США на квадратный метр. На самом деле надо измерять именно в долларах, не в рублях, а в долларах, потому что вот это все движение, оно взаимосвязано с притоком долларов, которые получаются за счет продажи ресурсов. И поэтому, ну, можно, конечно, в рублях посмотреть. В рублях с 2000 года вот он такой вид имеет, но этот график в рублях, он ничего не отражает. Потому что, ну что такое рубли? То есть приходит доллар, доллар именно настоящая валюта.
И для того, чтобы, ну, как бы понимать и не испытывать иллюзий, что вот там многие говорят, он типа сейчас растет. Ну, так рубль же обесценивается. Цена такому росту, она грошовая. И поэтому надо именно в долларах, потому что доллар является базой для формирования экономики. Нефть и доллар. Так, и что мы видим в долларах? В долларах мы видим такую загогулину. В чем примечательность вот этого графика? Ничего вам не напоминает. По сути, то, что мы видели, цены на недвижимость, оно вполне как бы коррелирует с так называемым нормальным или гауссовым распределением. И такое распределение, оно указывает на то, что после такого, ну, вот, роста, скажем так, равновесный процесс, по идее, должен привести к тому, что произойдет такое же и снижение. Ну, собственно говоря, что мы с вами здесь вот и наблюдаем на этом графике цен на недвижимость. Единственное, здесь есть какая особенность, которая касается рынка недвижимости в Российской Федерации. И что было раньше и что сейчас. Дело в том, что есть определенная формула, выведенная уже давно. Для того, чтобы не было дефицита жилой недвижимости, необходимо, чтобы в стране строили более 1 квадратного метра жилья на гражданина в год. Вот если такая закономерность соблюдается, то не будет дефицита, рынок становится равновесным. И здесь цены приходят ну, в соответствии с реальным спросом. Дело в том, что в Советском Союзе строили порядка 0,5 квадратных метра на одного жителя, а в Российской Федерации даже в лучшие годы, когда был вот этот вот бум жилья, бум недвижимости, строили не более 0,6-0,65. Ну там по разным данным могут цифры плюс-минус отличаться несущественно. Но здесь вот такое плата, оно связано именно с тем, что как бы заложен изначально нехваток, и, соответственно, вот это вот, то, что нехваток, вышли на плата такое, и поэтому здесь падение вот абсолютно такого, как в начале нулевых, не наблюдалось. Но здесь ситуация заключается в том, что на самом деле недвижимость это не safe haven. И падение покупательского спроса, оно, в общем-то, приведет все вот в это соответствие, и увидим такое же достаточно сильное снижение стоимости в долларах США и по недвижимости. Но фактически цифра, к которой будет вот этот вот выход направляться, она зависит от себестоимости строительства плюс какая-то минимальная маржа, в том числе очищенная от так называемых коррупционных издержек, которые связаны там с различными согласованиями, получениями участков и так далее. То есть как бы вот для того, чтобы все привести в соответствие, вот эта вот стоимость недвижимости, она должна где-то быть в пределах, ну, от $800 до там 1700-1800 долларов в зависимости от региона. В Москве подороже, в регионах подешевле. Но вот эта ситуация, она аномальная. Она не соответствует текущей экономической ситуации, но с другой стороны она поддерживается заложенным нереализованным спросом, который вот ранее был с советских времен. И он в полном объеме сейчас не разрешился. Но опять же, то есть, ну, люди, они в первую очередь что будут делать? Они пойдут покупать там продукты, одежду и в последнюю очередь недвижимость из того, что нужно. Вот. Если они не могут этот вопрос решить, то они либо ее не будут покупать, либо ее будут продавать и стремиться денежные средства, ну, либо потратить на потребление, либо на переезд в другую страну, где на эти деньги можно, в общем-то, достаточно хорошо жить, по крайней мере, при текущих обстоятельствах, если брать цены на московскую недвижимость. Но цены на недвижимость, они очень сильно коррелируют с платежным торговым балансом РФ. Вот сейчас пока сальдо положительное, но, как видите, то есть с 99-го, с 2000 года, опять же, такой же график нарисовался, как нормальное распределение Гаусса по образу и подобию. И поэтому при снижении цен на нефть мы в ближайшее время увидим и падение положительного сальдо торгового баланса. Вот. Ну и как следствие, все пузыри, которые надуты на рынке недвижимости и другие пузыри, они будут лопаться, и процесс этот будет очень болезненный.
Поэтому, если у кого есть коммерческая недвижимость, имейте в виду, что наиболее вероятный сценарий – это проседание цен. Ну и также жилая недвижимость, которая не используется для проживания, для сдачи в аренду, на нее будет оказываться давление и цены, наиболее вероятный сценарий. Но если чудо не случится, чудом может являться также и гиперинфляция, как рублевая, так и долларовая, которая приведет к тому, что денежная масса она будет обесценена, и тогда любые активы, они, в общем-то, станут очень хорошим замещением пустых фантиков, на которые ничего не купишь. Но опять же, если не рассматривать вариант с гиперинфляцией, а на каком-то этапе гиперинфляция она возникнет, сейчас это кажется совершенно невероятным и фантастическим. Но тем не менее, когда вбрасывается огромная денежная масса со стороны центробанков стран, как только устраняются точки связывания этих денег и они поступят в оборот, мы увидим просто чудовищный всплеск инфляции и обесценивание денежной массы. В таких условиях, да, недвижимость и вообще любые активы, они станут, в общем-то, прибежищем для того, чтобы сберечь капитал и накопление. Но опять же, есть и более ликвидные для таких ситуаций активы. Например, тоже золото, серебро, платиноиды. Как бы недвижимость ее быстро не продашь. И там еще есть такая неприятная штука, как торг. То есть цена, которая заявляется, и реальная сделка, они могут в кризисные годы очень сильно отличаться. Ну это, в общем-то, статья о том, что ФРС опасается, что безработица в США достигнет 30%. Ну, 30% это, конечно, крутовато для США. Давайте посмотрим, что у нас статистика показывает. Так, ну статистика у нас показывает текущий уровень 3,5%. Ну и 3,5% это было 1 января 1970 года. То есть мы достигли минимального значения. И с учетом текущей ситуации мы же с вами прекрасно видим, что ни о каком росте там рабочих мест, производства и так далее, но это в принципе невозможно в текущей ситуации физически. То есть когда идет пандемия, когда идет коллапс, когда идет сокращение всего, но никак рабочие места новые завязываться не будут. Но это невозможно. И исходя вот из данного графика, что мы можем с вами предположить? Что здесь вот исторический максимум, который был, он 10%. Все-таки это не Испания, не Италия, где безработица там достигает, бывает там 15-20, а то, по-моему, 30%. В США с этим ситуация, она более динамичная. И поэтому, как бы вот к 10, к 9,5% она может вырасти. Это, конечно, будет очень напряжная ситуация для экономики, но с другой стороны, вполне как бы напрашивается вот достижение минимума и дальнейший рост до 10%. Но, скорее всего, мы это и будем наблюдать. Вопрос только в том, что вот эти кризисные явления, которые мы сейчас видим, они на самом деле связаны с перекосами в экономике. То есть то, что вот пандемия происходит, она всего лишь обнажила те противоречия, нестыковки, которые были запрятаны в экономике. Конечно, сейчас все будут валить на пандемию, но на самом деле просто имейте в виду, что все не так, все совсем не так. То есть в экономике мировой и отдельных стран накоплена масса перекосов, нестыковок, неэффективностей. И вот эта ситуация, которая возникла, она всего лишь кости вот эти на поверхность вытащила, вот и все. И вполне как бы вероятно, что мы в ближайшее время и достаточно быстрыми темпами увидим рост безработицы в США. Ну хотя бы уже то, что все на карантине там сидят во многих штатах. Ну конечно там трэша, что броневики по Нью-Йорку ездят люди, которые там живут. Они это не подтверждают, а у меня там какое-то количество людей, с которыми я общаюсь, они живут, в том числе в том же Нью-Йорке. То есть да, там есть определенные сокращения и даже ограничения на перемещение, но в основном это как бы сами люди, они избегают посещения каких-то больших торговых площадей, потому что там можно подцепить эту заразу китайскую. Вот, и поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим рост до 10%. Вопрос только, насколько быстро это произойдет. То есть, если это, конечно, в течение 1, 2,
месяцев произойдет, это будет коллапс. Но если это там растянуто на там полгода-год, то это вполне естественно и соответствует вот движению по циклу. То есть это соответствует тому, что наступает спад. Вот опять же по поводу сценариев развития предполагается, что то, что сейчас происходит, вот эти процессы с нарушением логистических цепочек, с изоляцией, с карантином, все это приведет к падению ВВП США на 30% во втором квартале. Если это, конечно, будет, это чудовищный удар, и мы тогда вот реально уже можем увидеть потрясение. Но Deutsche Bank выступает с тем, что вертолет с деньгами, который летает и их разбрасывает, рано или поздно приведет к существенному росту цен на золото. Но здесь, видите, есть такой момент. Вопрос, когда этот рост будет. Потому что сначала кризис ликвидности может привести к тому, что будут распродавать все, включая золото, и все обрушится в ценах. Но потом наступит какая-то точка, когда пойдет обратный процесс. Когда те активы, которые могут всегда, скажем так, пользоваться спросом, а золото оно идеальный вариант, они будут втягивать в себя обесценивающуюся денежную массу и очень сильно расти в цене. Вот здесь только вопрос, вот сейчас что будет с золотом? Оно все-таки пойдет вниз в рамках вот этого кризиса ликвидности, который происходит, а потом резко отскочит, или оно все-таки будет сейчас уже расти? Потому что в этом плане есть определенные противоречия в сигналах, которые поступают из графика золота. Вот. Но если сейчас будут пробиты сильные уровни, которые были достигнуты в ближайшие полгода, то тогда да, тогда вполне возможен поход золота на 1000, там 850 и может быть даже 700. Вот. Но пока таких явных сигналов не поступило, вот, пока оно находится в консолидации, ну по золоту будем отслеживать, что и как происходит. Так, ну вот у нас фьючерс на S&P, пока он находится в красной зоне. Но если смотреть на динамику, скорее всего были стоп-торги. И сейчас видите, вот он консолидируется вблизи 2150-2170. Как раз вот у него здесь сильный уровень 2150 проходит, на котором он может консолидироваться и периодически делать отскоки дохлой кошки. Ну или вот на месячном графике такой вид имеет. То есть сейчас получается мы вернулись, ну не вернулись, почти вернулись. Вот к тому уровню, откуда был рост в 2016 году, когда Трамп пришел. Даже на самом деле вот эта первая ступенька, то есть откуда был инициирован рост, это значение в районе 2000, 2050, вот здесь вот. То есть по идее вот эта первая остановочка 2150 и потом движение на 2050. Ну и дальше, если оправдаются страшилки Морган Стэнли о падении ВВП на 30% во втором квартале, конечно, как бы мы отсюда прям полетим, ну, либо на 1650, либо даже вообще на 1300. Вот если такой сценарий получит развитие даже на 1650, то будет громаднейший рост нехватки долларовой ликвидности. Это приведет к тому, что доллары будут со всех рынков выводить, то есть продавать вообще все, что осталось на emerging markets, золото, серебро, и здесь, в общем-то, просто все оно схлопнется и полетит вниз. И здесь вот как бы реально при таком сценарии, молниеносном развитии, можем увидеть обвал всех рынков, даже обвал золота, потому что нужна будет ликвидность. И вообще, то есть здесь будет Армагеддон настоящий при таком сценарии. Но есть и плюсы в текущей ситуации. На фоне всего этого мы видим, что евро пытается отскочить и вырасти к доллару. Но здесь вот на дневках четкая разворотная формация. И при реализации этой фигуры цель движения по евро это минимум 1,1135 вот сюда вот. Ну и собственно говоря сейчас что мы видим. Картина она инверсионная евро-доллару. То есть индекс доллара он достиг определенных максимальных значений. И отсюда он будет пытаться сейчас развернуться. Первая цель движения это будет 98,3, потом 96-97 и возможно движение на 85-75. Такое течение оно будет связано с укреплением евро к доллару. И вполне как бы мы, если
ничего не поменяется, можем увидеть сильное движение на 1.23 по доллар-евро. Но опять же, это движение, оно зависит от потоков капитала, и в любой момент оно может развернуться и пойти назад. Поэтому здесь давать такие прогнозы, что вот оно железно будет 1.21, 1.23 в течение там 12 часам там 13 апреля 2020 года. Нет, конечно. То есть здесь, видите, все по ходу пьесы меняется. Что-то там начали делать по-другому, сразу другие обстоятельства изменились. Так, друзья, ну и вот нефть, недельный таймфрейм, бренд. Смотрите, вот сегодня в ночь было падение. Было падение, это падение частично отыграли. В чем здесь заключается нюанс? Нюанс заключается в том, что 24.52, вот этот минимум прошлой недели не пробили. И все-таки по данным СОТ, американские трейдеры набрали лонгов по нефти и позиции по лонгам выросли. Поэтому здесь вполне логичный сценарий, это первая половина недели. Как минимум первая половина недели, скорее всего, все-таки нефти упасть не дадут. Возможно, даже какой-то отскок будет до 31. Вот. Ну а дальше, как лонги разгрузят, то, наверное, здесь уже и посыпется. Она вполне может посыпаться на 20. Вот. Здесь момент заключается в том, что как ни крути, как ни хитри, но спрос на нефть, он меньше, чем ее производство. И поэтому вся вот эта колбасня, которая идет, она связана там не с бумажной нефтью. Бумажная нефть — это инструмент, обслуживающий рынок реальной нефти. Она связана с тем, что реально производство нефти превышает спрос на нефть. Только с этим. А то, что там деривативы, там это все лишь инструмент, как молоток. В руках дурной головы можно получить по пальцам, можно по голове. И здесь как бы именно в этом фундаментальная причина перепроизводства нефти. Вот и все. Как только в соответствии здесь будет проведено, вся бумажная нефть, она после каких-то колебаний, движений успокоится и придет в соответствие с реальным соотношением спроса и предложения. Все вот эти заявления о раздутых деривативов, это не более чем заявления чиновников, которые они сами такую модель создали экономики. И они вот к этому всему завели. Сейчас ищут, на кого это можно спихнуть. Надо понимать, что банки, в том числе так называемые жирные коты с Уолл-стрит, это всего лишь обслуга политиков, которые ведут такую политику экономическую и так далее. Вот. И поэтому обвинять в том, что банки они раздули деривативы, будь то там в 2008 году, будь то сейчас, кризис породили не банки. Кризис породила экономическая политика правительства, которая она создает такие перекосы, и эти перекосы приводят к тому, что для обслуживания перекосов формируется рынок деривативов, который приводит к кризису. Но первая причина кризиса всегда это перепроизводство чего-либо. Там перепроизводство недвижимости, перепроизводство стиральных машинок, перепроизводство товаров каких-то роскоши, как в 20-х годах. Это было прошлого века. И так далее. Надо понимать первопричину того, что порождает все эти явления. Вот. По нефти, я думаю, мы увидим, скорее всего, наиболее вероятно, все-таки либо проторговку, либо отскок. И только потом мы увидим какое-то движение, возможно, вниз. Потому что все-таки дневка здесь, она очень напряжная. Закрылись под сильным уровнем 27.36. И здесь уже напрашивается либо резкий задерг вверх и возврат к 31, или пробой 24.52 и уход в диапазон 19,5-18,5. Так, если мы часовик рассматриваем, у нас здесь получается после вот этого провала фактически 50% коррекция произошла. И поэтому в ближайшее время либо мы увидим развитие вот этой проторговки без пробития 25,6, движение вверх, вот сюда вот, отработка этой цели 27.35, закрепление и дальнейший рост. Или же мы увидим пробитие вот этого значения 25,6, 25,5. И после этого движения тестирования 24.52 и по факту его пробития уход на 19,5.
Судя по позициям СОТ, должно быть какое-то движение наверх. Американские трейдеры должны выйти с прибылью. И после этого уже движение будет вниз на пробой 24,5, 24,4. Вот. Но здесь, сами понимаете, процесс он равновесный и вероятностный. Поэтому даже если американские трейдеры набрали позиции, все равно могут повести и вниз. Здесь нету рецептов, как в Сбербанке приходишь и получаешь депозит там под сколько там, 2% или 4%, я уже не помню. Вот. Поэтому вероятность больше движения на отскок сейчас, но это вероятность. Это не значит, что мы железно сегодня по нефти вырастем и там дойдем до 31. Вполне как бы может быть так, что всех развернут, вытряхнут и пойдет пробой 24,5,6 и движение на 19,5-18,5. Спасибо за внимание.